привет! Девчонки, все, кто вяжет по моим мастер-классам, если у вас уже есть готовое изделие, либо вы в процессе создания, хочу предложить вам такую идею. Вы скидываете свои фотографии в изделиях, которые связаны по моим мастер-классам, и когда наберется достаточно большое количество фотографий, я создам видео из ваших фотографий с вашими работами и выложу сюда отдельным видео. Мне кажется, это будет очень классно, поэтому если у вас есть такое желание, можете присылать фото готовых работ мне в Инстаграм, либо ВКонтакте. Название страничек есть у меня в описании к видео. И также отдельную благодарность хочу выразить всем тем, кто присылает донаты на развитие моего канала. Это добровольные и безвозмездные пожертвования. Сейчас во времена отсутствия монетизации меня это очень сильно вдохновляет. Все эти сердечки адресованы вам, спасибо вам большое. Ну а мы приступаем к видео. Всем привет! Сегодня я вам покажу, как я вязала вот такую замечательную, наимилейшую сумку-авоську из квадратов, вот с такими вот цветочками. Вязала я такие сумочки-авоськи в прошлом летом, еще когда не вела канал на ютубе, не снимала видео. Очень много вопросов по этим сумочкам, вот решила вам показать. Подобные авоськи очень классно вязать из хлопковой или полухлопковой пряжи, то есть натуральной, чтобы летом к телу было очень приятно прикосновение сумочки. Вот, например, Yarn Jeans берем, у нас состав 55 хлопок, 45% полиакрил, в 50 граммах 160 метров. Вот эти именно цвета я использовала для этой сумочки, напишу здесь на экране, и также подробно расход напишу в описании под видео. Чтобы наши сумочки более-менее хорошо держали форму, а точнее не были такие тоненькие, как тряпочка, мы будем вязать каждым цветом в 2 нити, в 2 сложения. Я вяжу крючком номер 4, а можно вязать 4,5, 3,5, таким, какой вам будет удобен. На сумочку нам понадобится 13 квадратов, то есть смотрите, вот цельные квадраты, и вот эти 3 квадрата переходят на обратную сторону. Начинаем вязание нашего квадратика с серединки. Для этого нам нужно сделать скользящую петлю, кольцо амигуруми, либо волшебное кольцо. Как это делается? Смотрите, оставляем чуть-чуть подлиннее кончик, который мы потом будем подтягивать. Вот так обхватываем наши 2 пальчика. Вот так получилось. Продеваем наш крючок в это колечко, захватываем рабочую нить и делаем 1 столбик. Без накида, обычный. Так, вот что у нас получилось. И сейчас набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Вот мы провязали как бы имитацию первого столбика с 1 накидом. Еще в это колечко нам нужно набрать 15 столбиков с 1 накидом. То есть всего вместе с этим у нас будет в кольце 16 столбиков. Итак, делаем накид. В это колечко продеваем крючок, вытаскиваем нить. Продеваем через 2 петли, через 2 петли. Вот у нас 2 столбика. Вяжем еще 1. Накид. Вытаскиваем рабочую нить. Проводим через 2 петли, через 2 петли. Вот у нас уже 3 столбика. Можно их вот так поближе друг к другу подтягивать, чтобы у нас плотненькая такая серединка получилась. Смотрите, вот этот кончик можно вот так вот вытащить из колечка, вот так, чтобы он свободно болтался. Если слишком большое вот это колечко сделали, и вам неудобно его держать, чуть-чуть подтяните, чтобы было удобно. Все также делаем идентично. Делаем накид, в колечко, продеваем крючок, вытаскиваем нить через 2 петли, через 2 петли, уже 4 столбика у нас, накид, через 2 петли, через 2 петли. То есть вот этот хвостик у нас как бы лежит параллельно с нашим колечком. И то есть мы под него поддеваем наш крючок. Не забывайте об этом, потому что в конце сейчас мы будем его затягивать. Провязываем последний столбик с 1 накидом. Все, у нас получилось всего вместе с первой косичкой всего 16 столбиков. Далее вот так подтягиваем вот это наше колечко. Оно у нас подвижное, вот так хорошо стягивается. Можно прям максимально туго его стянуть, чтобы вот здесь в серединке не было отверстий. Вот что получается. И сейчас нам нужно замкнуть наш кружочек. Помните, вначале мы набирали 3 воздушные петельки. Вот она первая, вторая. И вот третья, она как бы уже горизонтально смотрит. А в нее продеваем за обе дужки косички крючок и берем новый цвет нити. Вот в нашем случае белый. Захватываем крючком нашу белую нить и проводим через 2 петельки на крючке просто соединительный столбик. Можно вот так подтянуть. Желтую нить мы обрезаем. Все, вот так мы подсоединили белую нить. И сейчас будем вязать вот эти вот маленькие лепесточки. Второй ряд.
Вот этих вот маленьких лепесточков у нас должно быть получиться также 16 штук. А сейчас мы будем работать именно с вот этими нашими петельками, то есть будем продевать не между столбиками в отверстие, а именно в эти петельки. Вот сразу же можно начать с той петельки, из которой мы вытащили соединительный столбик. То есть сейчас в нее мы продеваем крючок, вытаскиваем петельку, делаем один столбик. И сейчас нам нужно провязать 2 воздушные петли. Раз, два. И в эту же петельку нам сейчас нужно провязать 2 пышных столбика. То есть делаем накид в эту петельку, протаскиваем крючок, вытаскиваем рабочую нить, оставляем на крючке 3 петли на крючке, делаем накид, крючок в нашу петельку и вытаскиваем рабочую нить. Раз, два, три, 4, 5 петелек на крючке, одной рабочей нитью. Все это соединяем. Все, подтягиваем. Между вот этими маленькими лепесточками в этом нашем ряду будет по одной воздушной петельке. Делаем воздушную петлю и работаем дальше вот со следующей вот этой петелькой. В нее провязываем 3 пышных столбика с одной вершинкой. То есть здесь мы провязали как бы косичку первую и 2 пышных столбика. Все последующие 15 лепесточков будет вязаться одинаково. То есть делаем накид, продеваем крючок в петлю, вытаскиваем нить, 3 петельки на крючке, делаем накид в эту же петельку, вытаскиваем нить, раз, два, три, 4, 5 петелек на крючке, и еще раз делаем накид, проводим в петельку, вытаскиваем нить, считаем, раз, два, три, 4, 5, 6, 7 петелек на крючке, одной рабочей нитью соединяем все эти петельки на крючке, подтягиваем. Делаем воздушную петельку, переходим к следующему лепесточку, вяжем то же самое. Накид в петельку, вытаскиваем крючок, накид в петельку, крючок, вытаскиваем рабочую нить, накид в петельку, вытаскиваем рабочую нить. Одной рабочей нитью продеваем через все петельки на крючке, подтягиваем. И так вяжем до конца. Мы довязали практически до конца, нам остался один лепесточек, не теряйте его, то есть вот эта последняя петелька. То есть смотрите, чтобы у вас всего было 16 лепесточков в общей сложности, то есть либо каждый раз пересчитывайте, либо вот просто не забывайте про вот эту последнюю петельку. Далее делаем, как обычно, воздушную петельку и провязываем последний наш лепесточек. И сейчас нам опять нужно замкнуть наш кружочек, также в третью петельку нашей изначальной косички просто делаем соединительный столбик, то есть продеваем крючок за обе стеночки и рабочей нитью через 2 петельки просто делаем соединительный столбик. Вот что у нас получается. Следующий ряд мы вяжем вот эти большие лепесточки. Именно их мы будем провязывать не под каждую петельку, как предыдущий ряд, а вот именно между лепесточками. Вот в эту арочку, помните, где мы делали одну воздушную петельку между лепестками? Будем вот провязывать в эти арочки. Сейчас делаем 3 воздушные петли. Раз, два, 3. И вот ищем, вот у нас закончился последний лепесточек, вот первый, и вот в эту арочку сейчас нам нужно провязать 2 незаконченных столбика с одним накидом, с одной вершинкой. То есть делаем накид, в эту арочку продеваем крючок, вытаскиваем нить, проводим через 2 петельки. Делаем накид в арочку, вытаскиваем нить через 2 петельки. И все вот эти 3 петли на крючке соединяем одной рабочей нитью. Вот первый лепесток у нас получился. Между вот этими нашими лепесточками каждый раз будет по 3 воздушные петельки. Делаем 3 воздушные петли. Раз, два, 3. И вяжем вот в следующую арочку между следующими 2 предыдущими лепесточками. Тут делаем таким образом. Вяжем 3 незаконченных столбика с одним накидом. Накид в арочку. Вытаскиваем нить, провязываем через 2 петли. Накид в арку, вытаскиваем рабочую нить, провязываем через 2 петли. Накид в арочку, вытаскиваем нить через 2 петли. Раз, два, 3, 4 петельки на крючке. Соединяем их всех одной рабочей нитью. Второй лепесток получился. Делаем 3 воздушные петли. И так вяжем до конца. Давайте еще разок. В следующую арочку между лепесточками. Накид
проводим через 2 петли, накид, через 2 петли, накид и через 2 петельки. 4 петельки на крючке соединяем одной рабочей нитью. 3 воздушные петли и так вяжем до конца. Мы связали все 16 лепесточков, пересчитайте, если вам требуется. И сейчас нам нужно замкнуть очередной раз наш кружочек. То есть делаем, как обычно, после лепесточка 3 воздушные петельки. И вот в третью петельку воздушной цепочки в самом начале ряда, 1, 2, 3, вот третья, делаем соединительный столбик со сменой нити. То есть у нас сейчас будет голубая нить. Также поддеваем голубую нить. И через 2 петельки на крючке просто делаем соединительный столбик. Подтягиваем. Белую нить можно обрезать. Далее сейчас будем вязать последний ряд нашей обвязки. Уже будем выводить наши уголочки, чтобы у нас получился квадратик. А сейчас вяжем вот эти вот пучки. Будем вязать под каждую арочку между лепесточками. То есть вот в эти отверстия. Сейчас вяжем 3 пучка в каждую арочку до нашего уголочка. Каждый пучок состоит из 3 столбиков с одним накидом. Вот сейчас будем работать с этой арочкой, рядом с которой наш крючок. Закончили мы вязание. Делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И сейчас в эту же арочку свяжем 2 столбика с одним накидом. 1 и 2. Далее, не делая никаких воздушных петелек между вот этими пучками, вяжем еще 2 пучка подряд вот в эти 2 арочки. То есть делаем накид, вытаскиваем через 2 петли, через 2 петли, накид в эту же арочку, через 2 петли, через 2 петли, и еще накид, через 2 петли, через 2 петли. Все. Еще один пучок из 3 столбиков с одним накидом, и еще один вот сюда. Все, у нас получилось 3 пучка. А далее сейчас будем вывязывать вот в это отверстие наш уголочек. Так как у нас получился достаточно большой диаметр нашего цветочка, и для того, чтобы у нас получились ровные уголочки и в итоге хороший такой ровный квадратик, чтобы он не съеживал так наш цветочек, чтобы он был ровненький, именно в уголочке мы будем провязывать пучки, состоящие из столбиков с 2 накидами. То сейчас делаем 2 накида. В эту арочку провязываем, вытаскиваем крючок через 2 петли, через 2 петли, через 2 петли. Первый столбик с 2 накидами. Еще 2 таких же вяжем. 2 накида. Через 2 петли, через 2 петли, через 2 петли. И еще один столбик с 2 накидами. Через 2 петли, через 2 петли, через 2 петли. Далее между вот этими пучками в уголочке мы делаем 2 воздушные петельки. И вот видите, как бы автоматически разворачивает нас на ту сторону, на следующую. И в эту же арочку провязываем 3 столбика с 2 накидами. Вот такой аккуратненький уголочек у нас получился. Далее вяжем 1, 2, 3 пучка до следующего уголочка. Просто по 3 столбика с одним накидом в каждую арочку. То есть делаем накид, первый столбик, накид, второй, накид, третий. И идентично вяжем еще в эти 2 арочки то же самое. Вот что у нас получается. Мы подошли к очередному нашему уголочку. То есть сейчас сюда провязываем пучок из 3 столбиков с 2 накидами, 2 воздушные петельки между ними, и сюда же в эту же арочку 3 столбика с 2 накидами. Вот очередной уголочек у нас получился. Далее вяжем подряд 1, 2, 3, 3 пучка, состоящих из 3 столбиков с одним накидом каждый. Далее вяжем, как обычно, наш уголок.
Вот он наш третий уголочек получился. Далее вяжем 1, 2, 3, опять 3 пучка обычных, состоящих по 3 столбика с одним накидом в каждой. Потом вяжем вот этот наш уголочек и встретимся, когда довяжем уголок. Все, вот мы довязали до конца практически. Сейчас нам нужно замкнуть наш квадратик, так же как и в предыдущих рядах. Ищем 1, 2, 3 петельку изначально набранной косички и просто в нее вяжем соединительный столбик. Можно вытащить уже нашу ниточку. Все, и вот такой квадратик замечательный у нас получается. Можно все квадратики, перед тем, как мы их будем сшивать, прогладить с изнаночной стороны, чтобы они были попрямее, чтобы нам удобно было это все сшивать. Также много вопросов, как я прячу кончики. На самом деле нет тут никакого секрета. Просто завязываю на 2-3 узелочка, чтобы они не развязались. Потом в процессе стирки, в процессе носки. И вот так в вот это вязание просто вот туда их засовываю, чтобы их не было видно. И все, в принципе. Размер моего квадратика получился примерно 13 сантиметров. В зависимости от плотности вязки у вас он может получиться либо больше, либо меньше. Также зависит от типа пряжи, который вы вяжете. Чем толще пряжа, тем квадратики получаются больше. Соответственно, чем пряжа меньше, например, если бы вы вязали в одну ниточку, квадратик получился бы у вас поменьше. Также, если вы хотите, к примеру, увеличить немножечко размер квадратика, чтобы, соответственно, и сумочка была чуть-чуть побольше, просто провяжите еще один ряд обвязки, и у вас вот получится здесь еще один рядочек, на который вырастет размер квадратика. То есть вы сделаете вот тут 3 воздушные петельки, и вот именно в каждую петельку просто провяжите по столбику с одним накидом. Сюда в уголочек провязываем 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петельки между ними, и в эту же арочку 3 столбика с одним накидом. И также продолжаем до конца квадратика. Таким же способом вязания вот этого цветочка красивого получится очень здорово подсолнух. То есть вот тут мы провязываем серединку, вот это другим цветом, маленькие лепесточки, то есть там коричневым, да, к примеру. Потом вот это большие лепесточки желтеньким, и тут обвязку зелененьким цветом. Очень классно смотрятся такие подсолнухи. Да и в принципе можно разные сочетания цветов делать, и таким образом получатся разные цветочки. Я вам покажу сборку сумки на примере маленьких квадратиков, чтобы мне не вязать 13 огромных квадратов заново. То есть вот смотрите, вот это, к примеру, узелочки у нас будут обозначать лицевую сторону. Вот я на каждом сделала такие узелки, чтобы было понятно. Сейчас раскладываем так, как вам больше хочется. На самом деле раскладки для сумочек таких авосик очень много. За счет разной раскладки вот этих квадратиков можно добиться разных размеров, разных форм сумочек. Так что фантазируйте. Но я вам сейчас вот покажу, как я делала конкретно в моем случае. Вот, к примеру, разложили, это передняя часть, и вот осталось 5 квадратиков, это вот эти 5 цельных квадратов, которые будут с той стороны. Сшивать квадратики можно абсолютно любым способом, который вам больше нравится. Например, вот как в этой на своей авоське я сшивала таким объемным наружным шовчиком, точно таким же швом я сшивала и вот эти квадраты в нашем кардигане из бабушкиных квадратов с цветочком. То есть шов получается вот такой объемный и снаружи как бы. При желании, если вы хотите, можно сделать так, чтобы шва вот этого не было, точно таким же способом, как и вот этот, только сшивать с изнаночной стороны. То есть все то же самое, просто шовчик будет такой объемный спрятан с изнанки, а с лицевой стороны у нас будут вот такие гладенькие швы между квадратиками. Также третий способ можно попробовать. Это вот такой плоский шов, который я показывала вот в этом джемпере, также из бабушкиных квадратов. Тоже можно попробовать, будет тоже очень классно смотреться. К примеру, мы хотим объемный шовчик. Смотрите, берем вот эту пару квадратиков, то есть чтобы мы сейчас начнем вязать вот сюда, вот так пойдем вот так, и с обратной стороны, также вот с обратной стороны до конца будем обвязывать, чтобы получился как бы единый шовчик. Берем вот эти квадратики. Прикладываем вот так. Начинаем вязание вот отсюда. Сшиваем с лицевой стороны. Вот в наших квадратиках есть, помните, мы делали петельки между вот этими пучками, по 2 петельки. Вот одна смотрит в эту сторону, одна в эту сторону. На этих квадратах то же самое. Будем вязать за внутренние полустеночки, что ближние к нам косички, что дальние от нас косички. То есть за вот эти вот стеночки петель. Вот. В самом уголочке ищем вот эту петельку, которая смотрит в эту сторону, самую первую, цепляем к ней за одну внутреннюю половинку, на втором квадратике тоже за внутреннюю половинку петельки и подсоединяем нашу нить. В принципе, я соединяла в одну нить, этого достаточно, не обязательно сшивать в 2 нити. И вот таким образом
подсоединяемся. И все то же самое делаем до конца квадратика. Ищем вот следующую пару косичек, цепляемся за внутренние стеночки петель и провязываем просто соединительные столбики. Швы не затягивайте, не вяжите туго, чтобы вот так у нас квадраты не съеживались. И вяжем так далее. Вот мы подошли к нашему уголочку. Тут также вот эти две угловые петельки. Одна смотрит в эту сторону, вот эта другая в ту. Мы задействуем сейчас только вот эту первую. Точно так же провязываем через нее и через второй квадратик также соединительный столбик. И берем вторую пару квадратиков. И просто подсоединяемся. Ищем опять же вот эти угловые наши петельки на следующей паре квадратиков. И просто соединяем соединительным столбиком. И так вяжем далее. Вот он, этот наш шовчик. Сейчас далее подсоединяем вот эту пару квадратиков, потом разворачиваемся по той стороне, вот так, также заканчиваем на той стороне вот здесь шовчик. Потом можно вот здесь подсоединиться раз, и по той стороне соединить, и потом уже здесь делать вот такие перпендикулярные шовчики. Вот когда вяжете перпендикулярный шов к уже готовому шву, просто вот вяжите квадратики, подходите к самым последним петелькам этого квадрата. Вот теперь наш шовчик, нам нужно перескочить сюда. Просто вот чуть-чуть побольше подтяните вот эту петельку и продолжайте вязать вот в этот наш следующую пару квадратиков. Также соединительные столбики. Вот что у нас получилось после сшивания квадратиков. Это у нас лицевая сторона. Вот он такой объемный шовчик. То есть мы его вязали по лицевой стороне. Это вот такой вариант. Если вы хотите вот такой вариант без шовчика на лицевой стороне, то есть делайте абсолютно все то же самое. Просто вяжите этот шов с изнаночной стороны. Вот. Вот такой он получится, если будете вязать шовчик на изнанке. То есть вот это будет как бы лицевая сторона. Что делаем дальше? В принципе, этот момент можно и пропустить, кто как хочет, но я это сделала на своей сумочке. Я подсоединила вот в любое место, ну, например, сбоку мою нить, и одним рядом по всему краю верхнему моей сумочки обвязала просто один ряд столбиками без накида. То есть он выровняет вот эти вот соединения в местах, где уголочки соединяются квадратики, чтобы было более красиво. Мы вязали наши квадраты в 2 нити, то есть точно так же сейчас и обвязку будем вязать в 2 нити. Я вот этот пример вязала в 1 нить, просто показываю вам вот на этом примере в 1 нить. А так вяжем в 2 нити. Подсоединяем рабочую нить, делаем петельку. И вот просто вот в каждую петельку провязываем столбики без накида. Один ряд. Когда мы подходим к уголочкам нашей сумочки, вот к вот этим верхушкам, в вот эту арочку просто провяжем 3 столбика без накида. Таким образом мы сохраним наш уголочек, он не будет закругляться. Вот 3 столбика без накида в одну арочку в уголок. И далее вяжем также по следующей стороне. Когда мы подошли вот к этой серединке, да, вот к этому уголочку как бы внутреннему. Тут уже смотрите сами, как вам больше понравится, там попробуйте несколько вариантов. К примеру, вот мы закончили по вот этой стороне вязать, да, столбики. А вот, к примеру, в самую серединку можно один столбик без накида сделать и уже перейти вот к следующему квадратику. Вот такая серединка получилась. И вяжем так до конца. Так, мы провязали один ряд столбиков без накида по всему краю свободному нашей сумочки. И сейчас, не отрывая вязание, прямо вот отсюда продолжаем вязать и начинаем вязать ручки. То есть сейчас отсюда, от начала ряда и вот до уголочка провязываем просто в каждую петельку столбики без накида и встретимся вот здесь. Подошли к нашей верхушке сумочки. И вот помните, мы в предыдущем ряде делали вот в эту арочку 3 столбика без накида, чтобы вот наш уголок сохранился. Вот смотрите, 1, 2, 3 косичка. 3 косички, вот они столбики. Нам нужно провязать в первую косичку
столбик без накида. А вот эти две следующие мы не трогаем. И вот отсюда уже пойдет ручка. Смотрите, на свою ручку я набирала 90 воздушных петель. Вы смотрите сами, какая вам нужна длина ручки, по себе смотрите. Но в моем случае я набираю 90 воздушных петелек. Просто воздушные петли набираем. Вяжем также в 2 нити, как и всю нашу сумочку. Вот набрали воздушную цепочку. Смотрите, чтобы она не перекрутилась. И будем подсоединяться вот в эту верхушку. Тут также ищем вот эти наши 3 косички от 3 столбиков без накида в одну петельку. И подсоединяемся, вот как бы первая, средняя и вот эта левее, которая. Подсоединяемся в ту, что левее. Можно вот столбик без накида в нее провязать. И все. Далее вяжем просто столбики без накида. Вяжем, вяжем, вяжем и до следующей верхушки. Подошли к другой стороне и здесь делаем все абсолютно идентично. И подсоединяемся к следующему уголочку в самую левую петельку из 3 столбиков без накида, которые мы провязывали в наш уголок. Просто столбик без накида делаем и вяжем до конца ряда. Вот что у нас получилось на данный момент. И сейчас остается самое простое. Мы просто обвязываем наши ручки до той ширины, которая вам больше нравится. Вот, например, я свою ручку еще обвязала просто 2 ряда столбиков без накида. Прям от начала ряда и до конца. То есть вот отсюда просто вяжу столбики без накида по сумочке. Также вяжу по нашей ручке. С обратной стороны то же самое. И еще один ряд. То есть всего еще провязала я 2 ряда. А вы смотрите сами, регулируйте толщину ваших ручек. Давайте покажу, как я вязала по своим ручкам. Сейчас я довяжу до ручки. Вот мы подошли к ручке. Вот уже идет воздушная цепочка. Смотрите, вот провязываем вот в эту последний столбик без накида, который относится к нашему полотну. И вот уже идет воздушная цепочка, но мы будем ее вязать, как вот и наши свитерочки, за задние вот эти перемычки, чтобы вот этот краешек косички у нас оставался красивым. То есть вот чуть-чуть перевернем и вот просто вяжем столбики без накида за вот эти задние перемычки. Вот что у нас получается. Провязали один ряд по нашей ручке. Вот, подошли к следующему уголочку. И здесь, смотрите, сами ориентируйтесь по вашей сумочке, куда вот втыкать после ручки в наше полотно, именно в квадратик. Смотрите, чтобы это визуально было красиво. Вот, например, я сюда втыкаю, провязываю столбик без накида. И вот сразу же, к примеру, следующий столбик без накида. И так вяжем до конца края по следующей второй ручке и до конца ряда. Довязали очередной ряд до конца. И сейчас еще один рядочек провязываем просто по всему краю, по всему до конца ряда, просто столбики без накида. Заканчиваем наш ряд обвязки и полностью наше вязание. Вот просто соединительным столбиком отрезаем нить, вытаскиваем нить. И вот, чтобы красиво закончилось наше вязание, чтобы вот здесь не было вот такой ступеньки, вот мы закончили соединительным столбиком. В следующую петельку с изнанки на лицевую сторону выводим крючок, вытаскиваем наш кончик. И потом вот ищем рядом с вот этим нашим кончиком вот эту нашу перемычку. И вот вставляем в перемычку и в серединку на косички. И вытаскиваем в нее наш кончик. Все, вот такой незаметный переход получился, окончание работы. А кончики, как обычно, просто прячем в вязании. Это один из способов вязания ручки. На самом деле вязать их можно ручки любым абсолютно способом. Например, еще вот такой вариант можно сделать. То есть вот эту сумку с грибочками я вязала ручки-столбики с одним накидом. То есть вот мы, как обычно, вот тут вяжем, набираем воздушную цепочку там из нужного количества петель, до конца обвязываем. И следующий ряд провязываем уже столбики с одним накидом в каждую петельку. И закончить ручку также можно обвязать один ряд, просто столбики без накида. Вот какая разница в ручках. И тот вариант очень даже симпатичный. Размер готовой сумочки получился примерно 31 сантиметр на
32 сантиметра, здесь в этом месте 23. Размер готовой сумки зависит от размера ваших квадратов. И вот такая замечательная сумочка авоська у нас получилась. Выглядит очень классно, очень стильно. Можно вязать в абсолютно разных расцветках, разные квадратики. Там, к примеру, бабушкиным квадратом, вот как вот этот я связала. Очень много видов цветочков. Вот бабушкиным квадратом, вот, например, как мы вязали кардиганы, там чуть-чуть другой вид цветочка. Грибочки, смайлики. То есть миллион всяких идей. Смотрите, пробуйте, вяжите на лето. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.